Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан не выносит красивой речи Барана, и ее глаза наполняются слезами. Когда Бэрон говорит «просто будь счастлив», Дилан говорит «я никогда в жизни не был так счастлив», и они обнимаются. Когда Хавен приходит забрать госпожу Сабиху, пока она разговаривает и смеется с Фератом у дверей особняка, Гуль видит их и подходит к ним. Позже Хавен спрашивает Гуля, можем ли мы приготовить кофе твоими красивыми руками. Ферат не хочет пить, Гуль оставляет их, говоря, нет, я сделаю это. Хавен говорит Ферату пойти в беседку, но Ферату становится не по себе. Когда Дилан приходит в комнату Сабихи, она видит, что-то готовится и расстраивается. Госпожа Сабиха обещает, не грусти, в конце концов мы нашли друг друга, и с этого момента я никогда не буду тебя расстраивать. Затем он говорит, что я обещаю тебе, что заставлю Барана тоже простить меня. Гуль приносит кофе Ферату и Хавену и проливает его на Хавена. Ферат пытается разобраться в ситуации, но злится на слова Гуля Хавена о том, что меня такие вещи не касаются, и уходит от них. Пока Харун и Джевдет готовят гриль в ресторане, Джевдет проверяет рот Харуна, но Харун говорит, что у него нет задней передачи, и начинает готовить салат. Возвращаясь с покупок на рынке в Цеврии, она говорит Ясмин, что ей трудно найти другую работу. «Иди, не упрямься, возвращайся в ресторан». Ясмин уходит, говоря, «Хватит, не настаивай, у меня есть другие собеседования, я пойду туда». Госпожа Сабиха благодарит Барана за то, что он принял ее, и Баран обещает, что убедит мою семью, и с этого момента вы не будете разлучены со своей дочерью. Хасан одобряет, говоря, конечно. Приходит Хевен, а госпожа Сабиха уходит, обняв Дилана и попрощавшись. Когда все уходят, Дилан обнимает Барана, благодарит его за все и желает удачи. Пока Гуль нервно работает на кухне, приходит Ферат и пытается доставить ей удовольствие. В тот момент, когда приходит госпожа Кадер, Ферат говорит, «Привет, сестра Кадер, я тоже собирался гулять», и уходит. Госпожа Кадер понимает, что между ними что-то происходит, и спрашивает, что случилось с Гулем. Но Гуль считает это пустяком. Госпожа Азади сообщает Хасану, что Ферат, возможно, тайно женился на Гуле, и просит его немедленно получить точную информацию. Госпожа Сабиха отправляется отдыхать к себе домой. Когда к нему приходит Хавен, он объясняет, как мы избавимся от Джавахира. Я думал, что справлюсь сам, без какой-либо поддержки со стороны Барана, но я не могу позволить себе роскошь совершить еще одну ошибку из-за своей сумасшедшей дочери. Об этом человеке. Пока Дилан лежит в постели и работает за компьютером, к ней приходит Бэрон. Пока Бэрон лежит и пытается заснуть, Дилан спрашивает, некомфортно ли ему, может ли он пойти в кабинет. Баран говорит нет, не порти ему настроение. Ферат снова приходит на кухню и приносит ей ее любимый кофе, и ему удается смягчить ее, сказав, давай выпьем его одни в нашем секретном месте, пока все остальные спят. Пока Дилан продолжает работать, Баран не может заснуть. Он встает и садится. Он говорит Дилану, мы встанем рано, если ты закончишь, то тебе пора идти спать. Когда Дилан спрашивает, я делал это, пока ты работал, Бэрон отвечает, что это не так, а Дилан отвечает, это важно для моей матери. Супруги должны приспосабливаться друг к другу. Баран говорит, хорошо, и снова ложится, но просто смотрит открытыми глазами. Когда Дилан предлагает выключить свет, Баран пытается выключить его сам, и они подходят ближе. Дилан снова говорит Барану, что у него есть работа. Утром Бэрон просыпается и заставляет Дилана проснуться, говоря, что пойдет на пробежку. Несмотря на то, что Дилан просит его еще немного поспать, Бэрон заставляет его встать, потому что он не видел свою жену несколько дней. Утром они выходят на пробежку, хорошо проводят время и шутят. Леди Кадер, заставшая Ферата и Гуля вместе на кухне, спрашивает, когда вы им расскажете. Когда Ферат говорит, мы старались, сестра Кадер,
но многое помешало, госпожа Дестини говорит, чтобы не случилось, и приступает к работе. В то время как Гуль становится скучно и ее лицо падает, Ферат придает ей боевой дух и говорит: «Не волнуйтесь, я поговорю с моим дядей Кудретом и выясню его мнение», в то время как госпожа Азади слушает из-за двери. Харун приходит на завтрак, запланированный Цеврией и Джавдетом, и они все садятся вместе. Пока он работает один в саду и пьет кофе, Дилан просит Берана освежить кофе. Пока Сабиха Ханем и Хавен проводят исследования и кампании по повышению безопасности, прибывает Джавахир. Пока у них происходит неприятный разговор с Джавахиром, Дилан приносит доклады, которые он подготовил с Бараном. Джавахир говорит: «Какое совпадение, мы только что говорили о тебе», и говорит Барану: «Выздоравливай скорее». Когда Дилан обнимает свою мать и спрашивает, как дела сегодня, госпожа Сабиха обнимает ее и говорит: «Мне лучше», и они все садятся вместе. Когда Ферат хочет поговорить о проблеме Роуз с Геном Кудретом, Хасан и госпожа Азади прибегают к уловкам, чтобы помешать им говорить. Джавахир с увлеченным вниманием наблюдает за диалогами между Сабихой Ханем и Диланом. Джавахир говорит Дилану, что такой женщине, как вы, не следует оставаться слишком далеко от делового мира. Госпожа Сабиха говорит: «Да, господин Джавахир, я надеюсь, что мы не будем мешать такому деловому человеку, как вы, работать». Когда Джавахир спрашивает: «Вы нашли человека, который это сделал?», Баран отвечает: «Мы найдем его, и он заплатит за это цену». Баран говорит, что цена будет большой, от нее никуда не деться. Затем, обращаясь к Джавахиру Дилану, он рассказывает историю волка и лисы. Он рассказывает полную противоположность истории, рассказанной Бараном Джавахиром, и они становятся противоположностями. Джавахир просит разрешения и встает, говорит госпожа Сабиха: «Они такая гармоничная пара, они излучают счастье, да хранит их Бог», и уходит. Там Барану звонит Ферат и сообщает, что Джихан нашел новое изображение. Пока Ферат и Джихан находятся в кабинете, Гуль приносит им чай и спрашивает: «Удалось ли вам поговорить, когда Джихан вышел?». Когда Ферат объясняет, что больше не может говорить, он расстраивается и выходит из комнаты. Дилан видит награды, которые получила госпожа Сабиха, и спрашивает, как ей удалось добиться такого успеха. Госпожа Сабиха кратко резюмирует свою жизнь следующим образом: «После встречи с Геном Рустемом в больнице моя жизнь изменилась, и все произошло благодаря ему». Когда Харун думает, что Севрия приготовила колбасу, которую он съел за завтраком, и хвалит его, Севрия говорит, что ее приготовила Ясмин. Цеврия расстраивается, когда Харун на этот раз ест блин, и критикует ее за то, что она приготовила его Ясмин, говоря, что он слишком плохой и слишком жирный. Когда Ясмин ставит вместо чая кофе, они спорят, и Харун выходит из-за стола. После того, как Дилан выходит из дома Гэжи Сабихи и рассказывает ей, насколько успешна ее мать, Беран говорит: «Вы тоже очень успешная женщина». Когда глаза Барана внезапно блуждают, Дилан спрашивает, что случилось. Баран выражает опасение, что с вами, Джиханом и моей семьей ничего не может случиться. Дилан поддерживает меня, говоря: «Мы не живем в страхе, посмотрите на мою маму, как она совершала большие ошибки из-за своего страха. Когда она преодолела свой страх, все начало налаживаться, не волнуйтесь, мы победим. Наши враги вместе». Беран отправляет сообщение Дилану и зовет его в свой кабинет. Госпожа Сабиха берет пистолет и говорит Хевину: «Если вы готовы, мы собираемся посетить репатриацию», и они уходят. Дилан говорит, что в сообщении ты сказал, что произошло что-то важное, я прибежал. Беран дарит Дилану портфель и компьютер. И тогда он дает разрешение Дилану, говоря ему, что он может работать со своей матерью. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.